Добрый день! Вы на канале «Вяжи со мной». Меня зовут Галина. И я предлагаю вам связать вот такую кофточку крючком, а на основе ее еще и платье. Видео будет состоять из двух частей. В первом части мы свяжем с вами эту кофточку, а во второй части продолжим вязать к нему юбку. Рисунок очень легкий. Справится любая мастерица. Платье очень красивое получится. Вот. Вязать будем каждая из своей пряжи такая, какая ей нравится. И главная мерка будет это цепочка из воздушных петель, равная обхвату ваших бедер. Все остальное я покажу на видео. Готовьте ниточки, крючки. Нужно несколько размеров крючков, подходящих для вашей пряжи. Все это я покажу и расскажу. Если вас заинтересовала эта кофточка, присоединяйтесь. Сейчас будем вязать. Вязать буду из троицкой пряжи. Это хлопок и вискоза по 50%. В 100 граммах 400 метров. Вот такая интересная, красивая пряжа. Для начала нужно набрать цепочку из воздушных петель, нечетное количество, и померить на свой от бедер или так. Вот. Набираем пока цепочку. Я вяжу крючком 2,5. Еще интересный такой способ, чтобы цепочка длинная не перекручивалась, и потом легче было ее соединить в круг. Мы сначала провязываем небольшое количество петель. Вот так. Крючок вытаскиваем и вставляем в первую петелечку. Вот сюда. И продолжаем набирать дальше цепочку из воздушных петель. Вот я набрала 215 воздушных петель. И теперь замыкаем цепочку, просто протягиваем петелечку в эту. Все у нас ровно замкнута цепочка, не будет перекручиваться впоследствии. Вяжем первый ряд. Поднимаемся на 3 воздушных петли. В эту петелечку провязываем еще один столбик с 2 накидами. Столбик с 2 накидами. В следующую не совсем попала. Так, надо в эту же петелечку столбик с 2 накидами. Так, сейчас минутку. Вот сюда я. Следующую петельку находим. Вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и сюда же второй.
Делаем 2 накида, пропускаем 2 воздушные петли. Раз, два. И в третью вяжем снова 2 столбика с 2 накидами. В одну петелечку 2 столбика с 2 накидами. И в следующую петельку 2 столбика с 2 накидами. В эту же. Два накида. Снова отступаем 2 воздушные петли и в третью вяжем 2 столбика с 2 накидами и в следующую петлю тоже 2 столбика с 2 накидами. И так вязать нужно до конца ряда. Вот. В конце ряда вот довязали наш элемент, делаем соединительную петелечку. Петельку и поднимаемся на 3 воздушные петли. То есть делаем 3 воздушные петли подъема, накид и в 4 столбик провязываем столбик с накидом. И эти 2 петельки также провязываем вместе. Делаем 5 воздушных петелек подъема. Раз, два, три, четыре, 5. Накид. И теперь провязываем вот под эти 2 петельки, которые мы соединяли, столбик без накида. Ой, вернее, с одним накидом. Вот так. Вот что должно получиться. 2 накида. В первый столбик провязываем. Вот уже в следующий элемент перемещаемся. И в первый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. Вот. Снова делаем накид. И в 4 столбик провязываем столбик с накидом. Получились у нас 2 столбика и 2 петельки на крючке. Провязываем сначала эти 2 петли вместе. Накид. Провязываем снова 2 петли. Ну, то есть петельку и накид, который был. Накид и провязываем снова 2 петли вместе. 2 воздушные петельки, накид и снова провязываем столбик с накидом вот в эти 2 петелечки. Полноценно теперь. Там мы не заканчивали столбики. Вот снова получилась такая два перекрещенных столбика с 2 накидами. Продолжаем вязать 2 накида. Переходим к следующему элементу. В первый столбик предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Накид. В 4 столбик провязываем столбик с одним накидом.
2 вместе петелечки, накид, 2 вместе петельки, накид, 2 вместе петельки, 2 воздушные петли, накид, и вот в эти 2 петли провязываем столбик с одним накидом. Получилось еще 2 перекрещенных столбика с 2 накидами. И так продолжаем вязать до конца ряда. 2 накида в первый столбик, столбик с накидом одним, в четвертый столбик, столбик с накидом, 2 петли вместе 1, 2 вместе 2, 2 вместе 3, 2 воздушные петли, накид, и вот в эти 2 петли, так как мы делаем пико обычно, да, подхватывая 2 петелечки, провязываем столбик с одним накидом. Все, вяжем до конца ряда. В конце ряда я покажу, как закончить. В конце ряда, вот мы начинали ряд, вот закончили последние перекрещенные столбики. Третью воздушную петлю подъема делаем соединительный столбик, вот так, и переходим под вот эту арочку, также соединительным столбиком. Делаем 4 воздушных петли подъема и в эту же арку провязываем еще 3 столбика с 2 накидами. Вот получилось 4 столбика. Переходим в следующую арочку. То есть над вот этими крестиками будем делать по 4 столбика с 2 накидами. Повторяем первый ряд, только столбики провязываем. Вот до конца ряда и повторяем первый, вот этот ряд, и второй с перекрещенными крестиками. И нам нужно провязать таким образом на ваш размер до подмышек, от талии до подмышек. Если хотите сделать приталенное платье или кофточку, то возьмите крючок поменьше на размер и вяжите то же самое, но оно приталится. Я связала лиф платья от талии и до подмышек, и закончить нужно вот на этом ряду, где мы вязали по 4 столбика с 2 накидами. И теперь отметила маркерами то расстояние, где будет на боку подмышка. Набираю цепочку через плечо и вот до следующего маркера присоединю. И будем вязать вот этот ряд второй, где у нас столбики перекрещенные. Также с той стороны дойду этими столбиками перекрещенными до маркеров, наберу снова цепочку вокруг плеча и до следующего маркера присоединю. Вы также мерьте на себя или на манекен, у кого что есть, чтобы отметить вот это расстояние. Но я взяла 4 элемента, на спинку оставила 22 элемента, на
грудь 24. Вот таких элементика. Побольше взяла. У меня получилась цепочка из 85 петель. И теперь вот здесь я ее начинала вязать. 4 пропустила элемента. И прям в первый столбик, вот где у нас маркер, присоединяю. И начинаю вязать следующий ряд, который у нас по рисунку. 2 воздушных, столбик с накидом в 4 столбик, 2 петли вместе, 5 воздушных петель и столбик с накидом под 2 петелечки. Провязываем 2 накида и дальше по рисунку все как и вязали до этого. Столбик в первый столбик, столбик во второй, соединяем 2 вместе, 2 вместе, 2 вместе, 2 петли, 2 воздушные петли и столбик с накидом под 2 петелечки. И так продолжаем вязать до следующего маркера. Вот спинку. Здесь присоединяем и вяжем снова, как в моем случае, 85 воздушных петель. Присоединяем сюда к следующему маркеру. Продолжаем рисунок вязать перед. И заканчиваем около этого маркера. Я закончила вязать от бедер до подмышек и закончила вот этим рядом, где мы вязали элементы из 4 столбиков с 2 накидами. Затем определила маркерами, где у меня будет подмышкой пройма. И теперь нам нужно будет вязать цепочку из воздушных петель через вот это место, через плечо и замыкать до следующего маркера. Вот так она будет выглядеть. Вот так свяжем цепочку и закончим ее здесь. Продолжим вязать второй ряд. Также и с другой стороны. Провяжем второй ряд по груди. Затем закончим здесь. Наберем снова цепочку из воздушных петель и присоединим ее к следующему маркеру. На грудь и спинку я оставила по 23 элемента. И для подмышек, которые мы не будем провязывать, по 4 элемента. Вот то место, где мы соединяли ряд. И на следующем элементе я отметила маркером, где будет у нас цепочка. Продолжаем вязать, вернее, начинаем вязать второй ряд. 3 воздушных петли подъема, накид, и в 4 столбик делаем столбик с 1 накидом. Провязываем 2 петелечки, 5 воздушных петель, так как мы всегда начинаем вязать второй ряд. Вот первый элемент второго ряда. И теперь уже отсюда мы начинаем вязать цепочку из воздушных петель той длины, которая вам нужна на ваш размер. Нужно также примерить или на себя, или на манекен, чтобы определить, какой длины у нас будет уже сам лиф. Я продолжаю вязать крючком номер 2,5. И первый ряд также провяжу полностью
крючком номер 2,5. Затем нам нужно будет убавить на груди, и мы перейдем на крючок меньшего размера. Я набрала цепочку и теперь присоединяю к следующему маркеру. Для этого нужно сделать 2 накида. Первый столбик провязываем столбик с накидом, делаем накид, и в 4-й столбик провязываем столбик с одним накидом. Теперь 2 петельки, 2 петельки вот с этим накидом и 2 петельки вместе, последние 2 воздушные петли, накид и столбик с накидом под 2 петелечки. Вот что должно получиться. С этой и с этой стороны мы уже начали вязать второй ряд. Продолжаем вязать как обычно. До следующего маркера. И снова будем набирать цепочку из воздушных петель. У меня это 85 петель. У вас как мерьте по своему размеру. Вот что должно у нас получиться. 2 лямочки. Вторая. И теперь ее, этот ряд, заканчиваем соединительной петелечкой, 3-ю воздушную петлю. И продолжаем вязать уже рукав и верх платья, лиф. Переходим в серединочку, подарку, 3 воздушных петли подъема, 4, и еще под эту арку 3 столбика с 2 накидами. Вот. Отступаем 2 петелечки, 1, 2, и вяжем как первый ряд. В 3-ю воздушную петлю 2 столбика с 2 накидами. В следующую петлю тоже 2 столбика с 2 накидами. Затем, отступив 2 воздушные петли, 1, 2, в 3-ю снова вяжем наш элемент. 2 столбика с 2 накидами, в следующую воздушную петельку тоже 2 столбика с 2 накидами. И так до маркера. До следующего маркера. Здесь заканчиваем наш элемент и уже подаркой вяжем, как и предыдущие ряды, весь ряд по кругу, включая наши лямочки.
Вот что должно получиться. Лямочка. И сейчас будем вязать лиф в круговую, так как мы вязали, чередуя первый, второй ряд. Я возьму крючок поменьше, вязала номером 2,5, а буду вязать номер 2. Вот двоечку взяла. Не видно, да? Ну, номер 2 у меня будет вязать. И я продолжу вязать по кругу, пока мне не закроет вот это место до груди. До горловины, вернее. И вы вяжите также, смотря какой вырез хотите, чередуя, как я уже говорила, ряды. Первый, второй. Сейчас я провяжу несколько рядков, посмотрю, что там получается. И, возможно, мы еще будем через несколько рядов убавлять само вязание. И вот что уже получается у нас. Я связала 3 раппорта в высоту. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И начала 4-й раппорт вязать, только делая теперь 3 столбика с 2 накидами в каждую арочку. Вот, провязываем, то есть этот ряд. Сейчас дальше буду показывать. Как вы заметили, горловина у нас начинает уменьшаться. Вот, что же я делала, еще раз показываю. Начинали мы вот этот ряд вязать уже на рукав первый. И потом провязала еще 6 рядов. То есть первый, второй, первый, второй, первый, второй. Итого 3 раппорта в высоту. Потом следующий ряд я связала уже, убавив количество столбиков с 2 накидами под арочку, сделала их 3. И снова поменяла крючок на 1,5. То есть за счет уменьшения размера крючка у нас уменьшится и горловина. Мы ничего больше не будем здесь убавлять, никаких столбиков, просто взяв крючок поменьше, уменьшится у нас и горловина. Продолжаем вязать после того, как связали ряд столбики с 2 накидами и сделали их 3 штуки. Продолжаем обычно, как обычно, вязать второй ряд. 3 воздушных петли. И теперь в третью, то мы делали в 4-й столбик с 2 накидами, а сейчас будем делать, соответственно, в 3-й, провязывать наши столбики. Вот, не довязываем, теперь 2 вместе, снова 5 воздушных петелек. Продолжаем вязать. И так провяжем до конца этого ряда. Вот 2 накида в первый столбик предыдущего ряда, в 3-й, заканчиваем этот элемент. То есть в одном ряду мы убавили количество столбиков, у нас уменьшилась вот эта горловина. Теперь будем продолжать вязать, как обычно, чтобы не терять наш рисунок, но крючком меньшего размера. И из-за этого, я повторяюсь, наверное, уменьшится наша горловина.
А так все вяжем по-старому. Провязываем до конца ряда. Ряд довязан. Соединяем соединительным столбиком в третью воздушную петлю. Переходим под арочку. И теперь будем вязать уже в эту арку по 2 столбика с 2 накидами. Тем самым еще немного сужая нашу горловинку. 2 столбика в одну арочку, 2 столбика с 2 накидами в следующую. И так до конца ряда. Это будет предпоследний ряд нашей горловины и рукавов. И таким образом еще более сужается наша горловинка. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в 4-ю воздушную петлю подъема. Делаем 2 воздушные петли подъема, накид и провязываем теперь в каждый столбик предыдущего ряда полустолбик с накидом. Это будет последний ряд, и его провязываем именно так. То есть уже оформляем горловину. Вот, вяжем в каждый столбик полустолбик с накидом. Накид, вводим крючок в петелечку, вытягиваем и все 3 петельки провязываем вместе. И так до конца ряда. Вот такая получилась у нас горловина. И теперь предлагаю обвязать ее рачьим шагом. Для этого делаем петлю подъема и вяжем в обратном направлении в каждую петелечку столбик без накида. Вот так. Вводим в петелечку, вытягиваем нить и 2 петельки провязываем вместе. Таким образом горловина впоследствии не будет растягиваться и примет законченный вид. В конце ряда вот мы дошли оттуда до туда, откуда начинали, и теперь петелечку эту вытянем, вводим крючок вот сюда под наш ряд из рачьего шага и вытягиваем петелечку вот сюда наружу. И еще пройдемся под всем рядом тамбурным швом. Вот так. Тут видно такие дырочки, где мы рачий шаг выполняли, да? И вот в них провяжем вот такую вот цепочку плоскую тамбурным швом. Вводим крючок
Подхватываем ниточку, вытягиваем ее наружу и сквозь эту петелечку протягиваем. Эти дырочки хорошо видно. Вот в каждую дырочку будем делать вот такой шовчик. Также нам нужно будет обработать рукава полустолбиками с накидом, обвязать и рачьим шагом, и тамбурным швом, и низ кофточки. Все, изделие наше готово в виде кофточки. Вот такая она получилась интересная, красивая. А кто хочет продолжить вязать дальше платье, пойдем вниз, то встретимся в следующем видео.